При первом римском императоре Августе его полководец Тиберий к 7 году до нашей эры покорил Германию от Рейна до Эльбы. Он почти усмирил Германию, доведя ее до состояния провинции, обложенной податью. В отсутствие Тиберия наместником Германии был назначен Публий Квинтилий Вар. Происходивший из известной семьи, он был человеком малопригодным к военной деятельности, в то же время весьма неравнодушным к богатству. Римский наместник перенес свою ставку в земли херусков, чтобы оттуда организовывать сбор податей. Резкое увеличение налогов и насаждение непривычных для свободолюбивых германцев римских законов обозлили местное население. Эти настроения уловил 25-летний сын вождя херусков Арминий, который подготовил и возглавил восстание германцев. Он служил в римской армии и заслужил римское гражданство. Квинтилий Вар ему полностью доверял. Германские вожди уговорили Вара распылить свои войска по их стране, якобы для борьбы с разбойниками. Это было частью хитрого плана по уничтожению римлян. Тем временем Арминий готовил заговор, убеждая вождей других племен выступить против римлян. Кроме херусков, это были бруктеры, маркоманы, марсы, хавки и хаты. Один из знатных херусков Сегест, чья дочь была замужем за Арминием, предупредил Вара об опасности, но тот посчитал это клеветой на своего союзника и не предпринял никаких мер. Когда 3 римских легиона под предводительством Вара с обозом возвращались из центральной Германии в зимние лагеря поближе к Рейну, сопровождавшая их конница Арминия отделилась от основных войск под предлогом усмирения восставших племен. Отстав от Вара, воины Арминия перебили отдаленные римские отряды, после чего настигли римское войско, растянувшееся на марше, но уже в качестве врага. Сражение в Тевтобурском лесу длилось 3 дня. В открытом бою германцы не могли одолеть лучше вооруженного, хорошо обученного противника. Это отлично понимал знакомый с римской тактикой Арминий. Поэтому он решил устроить засаду на склонах густого леса, по которому шла узкая дорога. Ведь на марше римские войска были выстроены в колонну и были более уязвимы при нападении. А сильный дождь усилил неразбериху и панику среди атакованных. Римляне вели за собой множество вьючных животных, с ними также следовало много гражданской прислуги, поэтому колонна растянулась на большое расстояние. Германцы начали с обстрела римлян из лесу, затем атаковали стремительными ударами с обеих сторон. Едва отбившись, легионы остановились и разбили ночной лагерь. На следующий день колонна двинулась в путь в более организованном порядке. Германцы не прекращали нападений, но открытая местность не способствовала атакам из засад. На 3-й день колонна снова оказалась среди лесов, где невозможно было держать сомкнутый боевой строй, к тому же снова возобновился проливной дождь. Промокшие щиты и луки римлян потеряли боеспособность, грязь сильно усложняла продвижение обоза и воинов в тяжелых доспехах. В таких условиях легко вооруженные германцы имели преимущество. Римляне пытались возвести оборонительные сооружения, но это им не помогло. Количество нападавших увеличивалось, поскольку, узнав о бедственном положении римского войска, в надежде на добычу к херускам присоединились воины других племен. Раненый Квинтилий Вар в отчаянии заколол себя, чтобы избежать жестоких изуверств в плену. Лишенные командира солдаты вскоре прекратили сопротивление. Торжествующие победу германцы принесли в жертву своим богам пленных трибунов и центурионов. На месте последнего боя остались пригвожденные к деревьям черепа римлян. Германцы особенно издевались над захваченными римскими судьями, которых олицетворяли с ненавистными для них римскими законами. Судьям выкалывали глаза, отрубали руки, вырезали языки и зашивали рты. Общие потери римлян составили более 22 тысяч человек. В результате этого поражения прирост территории Римской империи в северо-восточном направлении был остановлен на берегу Рейна. Германия была навсегда потеряна для римлян. Покорить эту лесистую заболоченную страну, населенную полудикими племенами, они так и не смогли.